Начинаешь? Ты записываешь? Да, записываю. Друзья, всем привет, добро пожаловать в мой блог. Сегодня у нас будет небольшая прогулочка и тестирование ароматов. Точнее, я уже все потестила. И вы знаете, относительно одного бренда я была очень не права, и вам сегодня это расскажу. Но это еще не все. Там за камерой находится мой муж, и я буду спрашивать его мнение об этих ароматах. Не падай, все нормально. У тебя есть опыт, ты справишься. Вот, мы сейчас, в Испании, вы, наверное, знаете, мы около бассейна в данный момент, но мы еще хотим потом пойти на море погулять, и очень хочется поделиться с вами этой красотой, релаксом. Тут вот птички поют, не знаю, слышно вам или нет. Погнали. Так, я, знаете ли, сяду лучше. Иди сюда, Денис, тоже садись. Тут решетка, ну, извините, друзья. Сядешь? Не сядешь? Ну ладно. Так, давайте начнем прямо сразу с того. Нет. У меня к вам есть вопрос. Дело в том, что я хочу заказать один аромат Encre Noir от Lalique. Я его никогда не тестировала и вообще вслепую не люблю, но я нашла его по хорошей цене. И для меня это тоже вот один из ароматов, который может находиться в списке шедевров парфюмерии. Я слышала и читала много отзывов хороших об этом аромате. И у меня просьба, те, кто со мной давно, кто знает мои вкусы, с кем они у нас совпадают, напишите, если вы тестировали или есть у вас этот аромат, как он вам. Все, давайте погнали. Иди сюда. Давай потом открывай. Что там? Так, что у меня? У меня тут много всего. Очень много. В общем, начну с недооцененных ароматов, бренда точнее. И это, друзья мои, это Gucci. У меня нет ни одного аромата от Gucci, и мне всегда, они казались какими-то неинтересными, попсовыми, какими-то вот, такими, как вот у всех есть. Но некоторые ароматы меня удивили, и я даже думаю о флаконе. Давайте начнем. Так, и как мне это сделать? Сейчас, я придумала. Вот как мне это сделать. Так, первый аромат это Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. Цветочная амброзия в переводе с итальянского. В общем, когда я услышала этот аромат, он мне показался даже немножечко знакомым. И знаете, он правда похож, сейчас внимание, да, он похож с самыми лучшими качествами на аромат от Franck Boclet «Кокаин». С самыми лучшими белоцветочными качествами. И вот это правда такая цветочная амброзия. Здесь есть жасмин, жимолость, потом... Господи, скажите мне, я вам скажу. Тубероза. Это прям белый цветок. И мне это напоминает жимолость, потому что здесь есть зелень. Но аромат открывается, и потом больше слышится тубероза. И очень-очень вот натурально. Как будто, правда, этот цветок вот только распустился. Утро, на нем еще есть роса, зелень. И это очень красиво. Это цветочная амброзия. Так, давайте услышим мнение мужское. На. Вообще ничего не чувствую. Ты мне тот пробник дала? Да, я же вижу. Вот он, прям с этой стороны. Ты вообще ничего не чувствуешь? Ну, розу чувствую. Розу чувствуешь? Только розу. Вот эти всякие... Я даже не уверена, но может быть там есть роза. Я вообще роза. Может быть там есть роза, но я ее не Ты чувствую. сказала тубероза. Тубероза это белый цветок, это совсем другое. Я думал, это какой-то вид розы. Именно роза чувствуется. Ну, приятно или нет? Приятно? Приятно. Если бы ты такое Четверочку. почувствовал на 4. А по какой шкале? 10-бальной или 5-бальной? 5-бальный. Ну это хорошая оценка. Это хорошая. А на вот цветок натуральный похоже? Да. Да, похоже? Ну, какой-то, который ты не знаешь, или все-таки утверждаешь, что это роза? На розу похож. Ну ладно, хорошо. В общем, 4, дорогие мои, это очень хорошая оценка. Оставить? Да.
Зачем? Попробуй вообще. Ну ладно. Так, Вначале вообще ничего не чувствую. оставляем. Так, второй аромат будет тоже у нас от Gucci. Gorgeous Gardenia, Gucci Flora. Вот. Такой у меня пробничек есть. И мне этот аромат не понравился. Знаете почему? Потому что тут есть цветок груши, но я его чувствую как просто грушу. И мне эта нота, она такая, как в Irresistible от Givenchy. Она для меня очень липкая, она очень сладкая, она такая какая-то синтетическая. И я не могу вот за этим совсем найти этих красивых белых цветов, гордения, жасмин. Мне все перебивает эта нота. Я не могу. Мне просто не нравится. Денис. Так, секундочку. На гель для душа похоже. Не, ну правда. Ну, это хорошо или плохо? Ну, для геля для душа неплохо. Ну, для парфюма это не очень, да? Ну да, потому что он все-таки похож на гель для душа. Ну, в принципе, приятно, почему нет? Гель для Ну, душа приятно, по огонь. пятибалльной шкале. 3 с 2 плюсами. Ну, это же 4 получается. Ну, это для тебя это как предыдущий или лучше? Хуже, но не сильно хуже. Ладно. 3,5 получается, Давай, да? 3,5. Хорошо. Так, третий аромат это у нас... Ой. У них очень красивые флаконы, они вот с таким же рисунком. Да, это нравится. Это Gucci Flora, Gorgeous Magnolia. Так. И когда он только стартанул, мне показалось, я думаю, ну неужели опять персик здесь, за которым я ничего не почувствую, но нет. Нет, слава богу, мне это показалось, потому что здесь ежевика и кокос. Пачули здесь, магнолия и, по-моему, жасмин еще есть здесь в средних нотах. Но я тут, правда, чувствую такую сладость с кислинкой ягоды. Я не скажу, что это прям ежевика, хотя, мне кажется, ежевика вообще какая-то такая не очень, да, яркая ягода. Ну, то есть какой-то у нее аромат, правда, такой сладко-кисловатый. И я чувствую не кокос какой-то, как отдушку, и даже не масло кокосовое, а вот я чувствую такую сладость, опять же, да, мягкую, обволакивающую, и чуть-чуть такой зеленцы. Вот что здесь какое-то такое зелено-сладкое, мягкое, нежное сочетание. Белые цветы, ну, наверное, они есть, но я ярко никакой цветок не ощущаю. И какая-то есть глубина в аромате, которую дают пачули. И мне даже вот это вот зелено-сладкое, немножечко такое кокосово-сливочное напомнило аромат Adults от Kilian. Ну вот именно вот этим сочетанием. И мне это даже понравилось. Я ношу этот аромат, и я думаю даже про флакон этого аромата. Денис, расскажи. Почему такой слабо чувствуется? Да, кстати, у него это частый отзыв на этот аромат, что он очень-очень тихий, он не очень стойкий, не очень шлейфовый. Это частый отзыв на этот аромат. И так как еще там вот это вот сочетание очень несочетаемое, зелени, немножечко сладости, кислинки, вот это все такое мягкое, нежное, часто этот аромат, мне кажется, очень сложно угадать. Ну, неуловимый какой-то просто. Да. Я не могу поймать, не могу уловить, что здесь основное и второстепенное. Что-то на молекулярное, кстати, похоже. Вот молекулярные ароматы часто такие. Ну, мне нравится. Тебе нравится? Да. Приятный? Ну да, приятные. Главное, посильнее напшикаться им, и будет совсем хорошо. Я вообще сегодня им напшикалась. Что, правда? Да. Да. Не, ну Очень близко. Да. у нас сегодня на обед у нас загорела картошка. У нас прямо, короче, она не доготовилась, мы ее поставили, она в духовке готовилась, не доготовилась, мы решили на плиту ее поставить, чтобы быстренько. И, короче, там была такая стеклянная посуда,
огнеупорная, но она почему-то треснула. И она, естественно, как бы все на конфорку, все, и, короче, все сгорело, и просто ты поэтому этот аромат от меня не чувствовал. Все ясно. Запах картошки. Запах картошки, да, все перебил. Флорой. Да. Ну, скажи мне, какая оценка? 4. Ну, ладно, есть куда расти. Так, друзья, ну мы уже у моря. Вы знаете, я пыталась уговорить Дениса, я уже забываю, как это говорится. В общем, пыталась уговорить Дениса сняться в кадре, но он не захотел. Вот, поэтому вот так вот все. Ну, нам главное узнать мужское мнение, да. Мне очень интересно, потому что, ну, по мне, вот все ароматы, о которых я сегодня буду рассказывать, они очень женственные, да, Денис? Ты согласен, что они прям вот женственные? Что, ну, ты бы такой не стал носить, вот из всех, которые сейчас. Это потому что в основном люкс, который прям так и заявлен. Ну, вот у люкса есть, ну, правда, не у всех, ну, бывает, что у них вот ароматы, ну, которые мужчина вряд ли себе выберет. Ну, иногда может, конечно, но в основном вряд ли. Так, я же не показала, какой аромат хочу вам сейчас рассказать. Это Идоль. Денис, у нас голова закружится, пожалуйста. Это Идоль от Lancôme. Le Parfum. Я все время пыталась, да господи, я пыталась понять, Le Parfum, это какая-то лимитка, потому что вроде есть еще Нектар, или есть Eau de Parfum. Короче, на фрагрантике вот этой приписки Le Parfum нет, поэтому я не очень понимаю, что она означает. Этот аромат для меня просто очень похожий на Fleur Mask от Нарцисса Родригес в туалетной воде. Это роза, тут есть перец, тут есть бергамот и мускус. Есть еще, по-моему, жасмин вот в Идоль, которого нет в Fleur Mask, но они очень похожи. Но Идоль немножечко, он послаще, помягче, и пудровые, кстати, они оба еще и пудровые. И, ну вот я узнала сразу же. На коже, может, он чуть-чуть по-другому себя ведет. Мне очень напоминает розовый. Чувствуется здесь перчик, и чувствуется здесь бергамот и пудра, и мускус. Денис, расскажи, что... Так, вот этот, подожди. Вот этот более насыщенный. Угу. Прям чувствуется. Вот я люблю такие, чтобы можно было почувствовать. Деньги, что не на ветер, да, выкинули? Да. Ну, он очень свежий. Угу. А розу чувствуешь? Да, розу тоже чувствую. Бергамот здесь есть? Да, бергамот. Угу. Да, вот мне прям нравится. Это сколько? Это, ну, надо всех посмотреть сначала. Ну, вот из тех, что сейчас видели, это даже на 5. Ну, это прям высокая оценка. Не, ну, да, мне нравится. Я люблю такие. Ну вот, кстати, я когда этот аромат тестила в магазине, вот так на блотере и мельком я это не уловила, это сходство с Fleur Mask. А теперь я его... Я тоже. А теперь я его прям чувствую. Очень хорошо. Так, следующий аромат. Это Prada Candy. Красиво. Да, и у них очень красивые флаконы, такие прям, ну, правда, конфетки. Так, я этот аромат уже, естественно, тестила, я его уже поносила. И, знаете, мне опять же это напоминает. Мне это напоминает аромат Infusion de Riz от Prada, но, внимание, не полностью, а вот этой пудровостью. Здесь пудровость ирисовая. Но здесь еще есть сладость, здесь прям есть конфетки. Как будто бы вот этот Infusion de Riz, в него добавили сладости и конфеток. И это на мой вкус, это не очень стойко, не очень громко. Хотя я где-то в отзыве читала, что писали, что это громкий аромат. Я вообще не согласна.
Он такой же, как инфузион, тоже такой же, очень близко к коже сидит. Но единственное, что он сладенький. Такая сладкая ирисовая пудра с цитрусовостью небольшой. Небольшой, не кислый он. Он скорее такой сладко-ирисовый. Денис, Ну, это не очень мне нравится. ты его тоже не очень, да, чувствуешь? Ну, во-первых, да, а во-вторых, не, вообще на троечку, наверное. На троечку? Ни о чем. Ну, реально ни о чем. Ну, деньги на ветер, да, Да, если это просто купить. деньги на ветер. Нет, это вообще отказать. Ну, все, убираем. Убираю. Так, ну, если честно, то мне вот он нравится. Но я тоже не купила бы его. Для меня это тоже деньги на ветер. Ну, во-первых, у меня есть инфузион де рис. Он хоть и без сладости, ну, там вот есть вот этот вот ирис, который мне нравится, пудровый, косметический. Где ты хочешь? Тут встать? Мгм. Давай встанем. Вот, там тоже есть этот ирис. И, ну, тоже вот я бы деньги за него не выложила. Я бы выложила деньги, я уже сказала, за, господи, Gucci Gorgeous Magnolia. Вот за него, да. Так, следующий аромат. А какой же следующий? Вот этот. Вот. На самом деле, знаете, тут уже осталось всего 2 аромата. Так. Это Yes I Am от Каширель. У него очень интересный флакон в форме помады. Здесь есть малина в пирамиде. И мне очень нравится старт. Мне старт нравится даже, наверное, больше. Вот понюхай старт, запомни его. Мгм. Мне старт, наверное, нравится больше, чем вот когда уже аромат раскрылся. Это такая пряная малина. Здесь есть имбирь в средних нотах почему-то, хотя его обычно делают в верхних нотах. И тут есть карамель, молоко, какое-то дерево, по-моему, в базе. Вот мне нравится его старт. А потом аромат становится просто неинтересным. Он какой-то такой, знаете, вот это вот такой образ люксовой парфюмерии, всей собранной вместе, и вот что-то вот такое вот для меня невнятное. Остается малина, уходит вот эта вот пряность очевидная, и такое что-то сладко-тепло-малиновое остается. Ну вот я тебе сейчас дам, а ты еще почувствуешь его начало. На, такое конфетно-малинное. Да, малина чувствуется прям очень сильно. И сладость какая-то еще. Не знаю, что это такое. Ну, он прям слюни текут от него почему-то. Съесть хочется. Гурманика, значит? Да, наверное. Не, прям съедобное что-то. Ну, малина. Ну тебе нравится? Ну, я не очень люблю съедобные ароматы. Именно в плане аромата. А ваниль? Ваниль-то есть? Я не чувствую. Просто Денис часто ему какой-нибудь... Да, есть ваниль. Вот Есть почему-то, может, она позже появилась. Вот оно, Как да, бы вот выветриваться стал запах малины. И да. вот сейчас, да, вот где-то там на заднем фоне, да, появляется, ну, малина остается, но появляется еще, что появляется? Ваниль это. Да, Исчезает вот. малина. И вот это неинтересно для меня, да, именно вот ваниль появляется, такая обычная люксовая ваниль, чуть-чуть отголоски какой-то ягодности, уже не такой явной малины, и вот эта пряность уходит. Ну, вот он сейчас еще на блотере есть, а я думаю, на коже это вообще очень быстро слетит. Ну, и знаете, что я когда все это потестила, я просто убрала все сэмплы, оставила только блотеры с ароматами. Я этот просто даже не распознала. Думаю, ну что-то такое, что-то невнятное. Какой из этих ароматов я так делаю иногда, чтобы, ну, запомнить, да, потому что мы много тестируем, потом можем на слепых затестах даже не узнавать то, что уже тестили когда-то. И вот этот аромат, вот этот, я бы вряд ли в слепых затестах обознала его, да, опознала, что это он. Очень 3,5. сомневаюсь. 3,5? Оценка 3,5, он же тебе не понравился. Ну да. 3,5. Ладно.
Так, ну и последний аромат, я даже не знаю, надо ли тебе его брызгать. Я его сегодня на тебя брызнула. Сейчас я расскажу, что это за аромат всем. Так, у меня вот здесь уже есть от Левант. Мне этот аромат понравился, и я захотела его поносить. Уже это так хорошо. классно. Да, это Initio Parfums Prives Rehab. Вот. Здесь вот на старте, я думаю, что-то мне сразу напомнило. Мне напомнило табако-ваниль от Tom Ford. Потому что тут такое дерево, пропитанное специями. И я даже не почувствовала лаванды, но почему-то, может, вот мозг дорисовывает, как будто какие-то сухофрукты есть. Но не залежавшиеся, такие свеженькие, сладенькие сухофрукты. Потом как-то он становится более еще древесным. Но лаванды почему-то, вот лаванды как таковой, да, если вот прям знать, оттенком найдешь. Но она здесь не яркая, не на первом месте. Ты вот, Денис, чувствовал лаванду здесь? Скажи мне. Нет. А что ты чувствовал в этом аромате? На, вот на блотер, чтобы напомнить тебе. Ну, Жвачка какая-то ягодная. жвачка, ягодная. Ну да, я же говорю, вот есть какая-то сладкая сухофруктность. А специи чувствуешь? Кстати, они не заявлены, я их чувствую. Ну, ты когда сказала, да, как-то я почувствовал специи. А дерево? Нет. Нет, не чувствуешь древесность там? И сухофруктов не чувствую. Ну ты говоришь, какая-то ягодная жвачка. Ну, да, ягодная жвачка. Ну вот. Ну, может быть, ты сейчас сказал, но я все равно тут чувствую еще, допустим, это ягодная жвачка, но она все равно где-то лежит в деревянном комоде. Этот, знаешь, такой сервант такой деревянный. Вот в нем лежит. И где-то там в углу все равно какие-то я чувствую специи. Вот такой вот у меня ну, сухая лаванда может быть. Но вот я ее явно здесь не ощущаю. И у Дениса горячая кожа. С Дениса этот аромат очень быстро слетел. Мне кажется, за 2 часа уже вообще почти ничего не осталось. Да? 2 часа. На мне, на моей холодной коже, прям он гремит, особенно в прохладную погоду. На мне долго держится. Вот. Так, какая оценка? Рехаб. 3. Жалко, что камера вот так вот сейчас Денис сделал. 3. Рехаб на 3. Но он, кстати, вот он единственный из всех, который можно сказать, что это именно унисекс и даже мужской аромат, потому что, ну, унисекс. Вот. Но Денис сказал, что мужской нет, что вот именно унисекс. А остальные ароматы все-таки чисто женские, да? Вот их, ну, вряд ли бы... я сейчас спрошу, вряд ли ты бы выбрал эти ароматы? Себе носить их на себе? Сейчас я вспоминаю, там 4 точно нет. Один какой-то мне понравился. Да. Идоль? Нет, он все равно, да, такой женский очень нет. Да, там розы пудровый. Я бы, вот честно, я бы купила вот этот аромат, да, Денис? Да. Вот этот. И вот этот вот. Мне очень нравится. Мне вот во Франк Бакле, когда я чувствовала, да, без этих индольностей всех страшненьких, я чувствовала вот эти цветы, и они мне там нравились. Они очень-очень натуральные, но такие приличные, без этих особенностей. Идоль. Я вот лично бы не купила просто потому, что у меня есть Fleur Mask в туалетной воде. Но его, кстати, сняли с производства. Если вы любите Fleur Mask в туалетной воде, это я подчеркиваю, потому что парфюмерный отличается на слаще. Вот. Попробуйте, вдруг вам тоже зайдет. Вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такой формат видео, формат прогулки, какого-то движения, когда не только в одном месте дома сидишь. Обязательно напишите. Если вам нравится, то мы будем это повторять, будем гулять с вами в разных красивых местах. Постараемся в красивых. У меня просто есть особенность включать камеру где-нибудь, где реконструкция идет, стройка. А? Помойка.
Где помойка? Или Да, у меня есть такая особенность. В общем, но я обещаю, что буду стараться выбрать красивые самые места. Все, напишите в комментариях. Спасибо вам, что вы провели с нами это время. Мы вам благодарны. Обязательно поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. И не забудьте подписаться на канал. Пишите комментарии. Пишите Денису, чтобы он все-таки показался в кадре. Может быть, он тогда к нам придет на канал. Вот, спасибо вам большое. Я вас всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Thank you.